Остров Игарский. Паромная переправа. В прошлом году в конце похода заикнулись об Игарке. И вот мы тут. В этом году поход 700 километров. От Игарки через Снежногорск по системе Путаранских озер в город Норильск. Нитка маршрута река Енисей. Потом поднимаемся по небольшой речке Халпакова. Переходим Хантайское водохранилище. Затем идем на озеро Хантайское. С озера Хантайское по речке Кутарамакан на озеро Кутарамакан. Оттуда переходим на озеро Кита. С озера Кита на озеро Накамикен. Оттуда озеро Собачье, озеро Глубокое, Мелкое. Ну и все, финиш в Норильске. Похоже на окуня. А, кушок, Олег, отлично. Так, один окунь есть, надо еще одного. Я одного окушка взял. Ну, он прям сразу хватает. Опа! Опять щука, ну побольше. Лови окуня еще одного. Пожарим сейчас. А у тебя... Щука опять будет. Ну, отпустишь ее. Не хочу с ними возить. О, хорошо, сама отцепилась. Ага, Олег, второй окушок есть. Все, поехали. Опа. И что у него парус?
Это вот где-то здесь устье речки Колпакова. По ней подниматься будем. По Енисею мы закончили сплав. Вон остров Плахинский. На нем живут одни зайцы. Зайцев много очень. Высадились там на песке, зайцев распугали. Посмотрели, нас это не вдохновило. И переправились, заночевали вот здесь, на этом берегу. Быстрее бы в тайгу выйти, чтобы этих кустов не было. Гнуса поменьше будет. Бурлачим по Колпаковой. На карте написано 0,3 метра в секунду. По мнению топографов, это вот так вот 0,3 метра в секунду выглядит. Жуткая гроза застала. Молнии сверкают, гром. О, сейчас заряд придет. После грозы нашли галечную косу и встали на ночь. Небо почти ясное. Сушимся. Евгеньевич варит борщ. Ого! Ничего себе! Ложка стоит. Сейчас высушимся, покушаем и все наладится. Маленький окунь. Нет, не маленький. Опять щука, что ли? Или кто это? О, окунь. А, за ним щука шла, мне показалось. Да? А, так она его схватила, наверное, кто-то прям это резко потащил. Ну, вроде не... А, да, вон рано. Она его цапнула. Ну, щука, короче, тебя не съела, мы тебя съедим. Начинаем перетаскиваться с Колпаковой на озеро. Сейчас вот так вот с озера на озеро с небольшими волоками переберемся в Хантайское водохранилище. Ну, я с камерой разговариваю. Волочимся на озеро, не помню название, но с него мы выйдем уже через протоку, через речку в Хантайское водохранилище. Почти дошли уже до озера. Кругом багульник цветет. Прям густой запах багульника. Ох. Ну все вещи у нас здесь. Рюкзаки с первой ходкой уже давно нас ждут. В этот раз все разом решили не тащить. Тут волок небольшой. Рыба играет. Нам, кстати, нужна рыба на обед. Волоки наши наконец закончились. Ну, похоже, вот здесь наша речка. Ух ты, даже бодренькая.
Попробую здесь порыбачить. Окуня нужны? Этого надо брать. Берем. Ну, берем. Так, ну этот маленький надо еще. Ну, этот уже побольше. Еще тащишь? Ну, опа, кто такой? Этот щука, наверное. Ни хрена себе. Или это какой-нибудь килограммовый окунь. Щука. Подсак нужен. Подсак. Ну, нам в вещах еще только подсака не хватало. Такая бойкая. Так, щуку мы забрали. Что покушать у нас сегодня есть. Осталось только стоянку найти. Но это уже водохранилище будет. Вот в этих в лесах мы подзадержались. О, лебедь! Здорово. Вообще, вот это кабан. У него размах крыла через всю речку. Вышли мы в водохранилище, разожгли костерчик. Дров вообще тьма. Там залежи коряк. На горизонте он плато Путарана виднеется. Баня у нас готова для устранения последствий колпаковой и волоков. О, тепло, ветер не дует, мухи не кусают. Олег, ты идешь, да? Да. Заходи. Да. О, да нормально. О, хорошо. Надо кружечку просто. Сейчас схожу. Да подожди, зачем кружечку? Вот. А, или так. Хорошо. Да? Да. Ну ладно. Так. О.
Закупились в Снежногорске продуктами. И теперь через Хантайское водохранилище перегребаем. Вот Снежногорск. А вон там полоса противоположного берега. До него 9 километров. Сейчас уже 7 осталось. Встали на ночь напротив Снежногорска. Вот, не знаем, где нормальные берега искать. Нашли вот пару фрагментов песочка сухого. На одном фрагменте костер, а там дальше палатки поставим. А кругом вообще постапокалипсис какой-то. Утро напротив Снежногорска. Мы к этому поселку так крепко прилипли. Начался шторм. Температура упала как прилично. Ну и теперь ветрище. Заряды дождя периодические. Олег, огласи, что там нам с погодой. Сегодня еще тепло, 8 градусов. Четверг будет плюс 4, пятница плюс 4, плюс 6. Плюс 4 завтра днем. Второй день уже. Сидим с Олегом в болоте напротив Снежногорска. Бродим тут от нечего делать по лесотундре местной. Шторм, идти дальше не можем. Вставали-то, место такое очень неудобное. Думаю, ну заночевать пойдет. Мы-то не знали, что мы на двое суток тут. И сидим. Завтра уже по прогнозу нормально. Наконец-то шторм успокаивается. И небо позитивное. Впервые за 2 дня. Шторм успокоился. Идем дальше. 2,5 суток мы здесь просидели. Ветер вообще не прекращался. Ни днем, ни ночью. Вот сколько идем вдоль берега. Ну, не вдоль берега, а от мыса к мысу. И ни одного нормального места для стоянки не видели. Не то что для стоянки, даже причалить нормально нельзя. С тем болотцем, на котором мы шторм пережидали, нам очень повезло. И как теперь мы понимаем, таких мест здесь не так и много. Встали в красивой бухте на ночь. Бухта прикрыта от ветров. Сегодня нам дуть точно не будет.
Утро в бухте. Безветренно. Комариков в меру. Пока кипятится чай, сделаю завтрак. У нас пострадал маленько. Не, ну плохо нет. Пойдет? Угу. Приступаем. Мы позавтракали. Нам показалось мало. Прежде чем готовить стандартную кашу или суп, решили проверить, вдруг тут рыба есть. И тогда у нас будет жареная рыба. Ага. Щучка. Ну все. На завтрак у нас жареная рыба, если, конечно, достала. Завтрак продолжается. У нас смена блюд. Щука с картофельным пюре, которая плавала теперь уже сколько? Час назад, минут 40 назад. И помогла нам с выбором блюда для продолжения завтрака. Отчалили от стоянки. В красивой бухте. И идем дальше. Сейчас начнется течение. Будем вспоминать, как хорошо на водохранилище было по стоячей воде. Во! Уже течение есть. Вода чистая, не то что водохранилище, тут баламученное. Ну вот мы и на Хантайке. А водохранилище уже не видно. Что, надо на ту сторону? Нет, и что там сразу течение выскакивает. Даже пытаться нет смысла. Посмотрим вслед Хантайскому водохранилищу. Километров 7 нам осталось до озера Хантайского. С каждого облачка нас поливает дождик. Дошли мы наконец-то до озера Хантайское.
Дальше пойдем на Кутарамакан, потом на Капчук, на Кету. А, вот он появился, господи. Ну все, успокоились. Птенец убежал. Устали грести. Болото закончилось, вот камешки начались, выползли отдохнуть. И тут чайки недовольные напали. Шли по озеру, и раз шлагбаум. Такая узкая коса галечная. Залив отделяет. Как ее волнами не смыло, непонятно. Идем смотреть место под стоянку. Ну, дрова есть, он раз пень, вон второй пень. Там бревно. Отлично, Олег, здесь встаем. Можно, в принципе, он за кустами от ветра скрыться, а можно не скрываться, мух меньше будет. Олег Евгеньевич собирается варить борщ. Себе уже отложил там ингредиенты. Ну, уже бодрее. Последние штрихи. Картофельное пюре. Пюрешка, картофельные хлопья. Ага. Для нужной консистенции, для нажористости. Укропчик, петрушка. Ну и все, да? Тарелка уже с сухариками. Ждут только борща. Сидим с Олегом в лодках. Кругом штиль. Рассуждаем об озере. Это третье по глубине озеро в России после Байкала и Каспийского моря.
Утро на Хантайском озере. В устье притока. Вчера вечером под дождь спать уходили. Спали всю ночь, дождь барабанил по палатке, по тенту. Утром встали под дождь, и сейчас наконец-то он кончился. Даже солнышко выглядывает. Прояснилось там, вон горы видно. А так они туманом были скрыты. Медведя? Вчера медведь приходил достаточно близко. Метров 30-20. Ну, сколько? Мы на этом берегу речки. А он вот прям на косе, вот на том берегу. Я пока за камерой лазил, Олег его напугал, он бежал. На Кутура-Макан дорогу не подскажете? Как-то вот так, да? Ветра вообще нет, а волны остались. Но тебе, я смотрю, такие волны нравятся, да? Там этот туман, смотри, вообще полосочкой просто лег. Сегодня немного не дошли до цели намеченной, до речки. Километра 2 стали у водопада. На косе палатки поставим, костер уже горит. Погода по-прежнему радует. Остановились по скалам побродить, ноги размять. Подходим к речке. Вот здесь вот у нее дельта. А рыбка нам нужна, да, Евгеньевич? С утра уже фантазировали. Еще ничего не поймали. Уже фантазировали, что приготовим. Утро. В устье речки. С палатки выползли. Туманище. Небо все серое. От хорошей погоды и следа не осталось. Меньше суток продержалось. Неужели опять дожди будут? Вчера рыбу тут чистили. И всю ночь эти вот остатки, ошметки, бакланы, крачки делили. Такое ощущение, что вокруг палатки сели и орали. Че, Олег, там кофе... О, кофе закипел. Пошли пить кофе. Надо вот сюда попробовать.
Один корюзок есть. Тащишь? Ну, штук 5 надо взять. Ого, кабан! Вот 3 штуки есть. Они вот здесь вот стоят, прям вот тут вот. Можно далеко не забрасывать. Опа, уже взял кто-то. О, ушел, молодец. Олег, что, котлеты, да? Сейчас будем делать из этого котлеты. Ну, фарш почти готов. Мы еще местного лука зеленого добавили в него. Что там за колобок-то? Ну, покажи его. О. Снаружи мука, как тесто, а внутри рыба. Переворачиваем. Готовые котлетки. Полный контейнер. Сейчас будем в туман вплывать. Надо уже одеваться. В тумане будет холодрыга. Стена красивая. Уже давно вдоль нее идем. Водопад. На ночь встали на удобном бережку с мелкой галькой. Солнце уже низко. Не было бы гор, заката бы вообще не случилось. А сейчас он за гору спрячется, потом из-за горы сразу выйдет. Вот пока еще полярный день. Вот так стоим. Сегодня нас ждет Кутурамакан.
Вот там он, в той туманной долине. Туда пойдем сегодня. Но я решил с утреца еще сходить на водопад. Евгеньевич не захотел, я пойду прогуляюсь. Подходим к устью хутора Макана. Место здесь такое оживленное. Ну вот палаточный лагерь, этим гостей принимают. Там он прям в устье люди ходят, что-то там непонятная конструкция какая-то. Вот там вон база. Популярное место. Здесь так пропущу. Давай. Встали мы на ночь на речке хутора Макан. Наполовину поднялись, еще половина осталась. Туман красивый поднимается, стелется по реке. Что готовить будем? Не знаю, какой-то суп надо сделать. Суп. Будем какой-то суп готовить. Ну, пока чай скипятим и подумаем. Борщ? Ну а что? Ну давай борщ. Когда мы последний раз готовили борщ, вспомни. Ладно, будем готовить борщ.
Надоело вдоль берега по кустам тащиться. Пошли пешком. Лес пока комфортный. Лучше так пройти. А там как раз участок с сильным течением и кусты вплотную. Даже не вплотную, прямо из воды. Никак не перегрести, не протащить. Так быстрее и легче. Комфортная дорожка, похоже, заканчивается. И мы снова на веслах. Есть возможность по затяжкам, по обраткам вдоль берега грести. Немного до озера не дойдем. Уже вставать скоро надо. Дальше пешком. Встали мы. Еле нашли галечную косу. Встали за 3 километра, не доходя до озера. Речка под конец так подуспокоилась. Мы даже прилично на веслах прошли. И вот в устье ручья встали. Сейчас вспоминали, какая вкусная была рыба в фольге в прошлом походе. Даже поспорили, нужно ли на нее овощи добавлять. Зачем мы везем упаковку фольги? Да, вот. 4-ю неделю. Я даже собрал удочку, она была разобрана. Вообще без рыбалки поднимались по речке. Сейчас вспомнили про рыбу в фольге, я даже не поленился, собрал удочку. Правда, уже ночь сейчас. Не знаю, рыба в это время активная, нет. Ну, пойдет. Ага, есть. А? Да? Два посолить, 2 в фольгу. 4 в фольгу, 6 посолить. Ты голодный, да? В магазин нельзя ходить голодным. Жара. Ну. Что градусник показывает? Она уже 30. Я даже не смотрю. Ну, остановимся на берег, реально. Последние метры по реке Кутарамакан. И входим в одноименное озеро. Озеро нас встречает 30-градусной жарой, легким ветерком, почти полным отсутствием гнуса. Курортные условия, короче. Наша стоянка на озере Кутарамакан. Палатки на все оттяжки поставили.
Такая грандиозная туча надвигается. Ну, она пока без дождя, пока только поднимаются такие мощные восходящие потоки. Даже видно, как движутся вверх. Там столбом туча стоит. И, похоже, разверзнется прямо над нами. Сейчас созреет. Утро на Кутарамакане. Небо безоблачное. Жара с самого утра. Вот в ту сторону воздушная перспектива усиленная. И горы как картонки стоят, как декорации. С утра готовить ничего не надо. Есть уха, рыба в фольге. Одна штучка осталась. Сейчас позавтракаем и стартуем вон туда, на озеро Капчук. Так, под уху и под рыбу в фольге сковороду залетает лепеха. Евгеньевич, ложка. А, есть ложка? У нас все есть. Это кто, Сиг у нас, да? Ну, посоли чуть-чуть и нормально. Угу. Лук. Лепеха. Неплохо, да, только посолить. Лук и лепеха, неплохо. Отчаливаем в сторону Капчука. Ну что, начинается подъем по речке Капчук. Фух. Что-то похоже, Олег, все. Скоро пешком. Есть. Олег, а тут как тут такие толстые сагудай. Они длина такая же, но толстая. Здесь лежала вот эта штука. Потерял. Расстроился, наверное, блин, где мой рог? Так, и обед у нас. Мы пока по речке поднимались в хорюсков, наловили, там часть посолили уже. А часть будет рыба в кляре. Такое мы еще не готовили, походу. Жара, кстати, стоит 34, да? В тени 34. Угу. Мы вообще думаем, как пойдем-то. Сознание потеряем по дороге. Да, за полярным кругом потерял сознание. От жары перегрелся. Вообще невозможно шевелиться даже, такой жара стоит. А раздеться не можем сразу, эти там пауки, комары. Это вторая партия уже жарится. Первую все смели. Очень вкусно получилось. Прям вот эта вот корка хрустящая, а внутри нежнейшая рыба. Прям неожиданно вкусно получилось. Жарище вообще. Ну хотя бы
Лес комфортный для ходьбы. На какую-то шишку забрались. Сейчас посмотрим отсюда, что впереди. Красота. Капчика все еще не видно. Встали на Капчуке на ночь на острове. Сейчас жара, кругом все сухо. А здесь берега такие, кустарник, мох. Полыхнет. Вот и искали, чтобы камни были. Нашли. Вот на этом острове такие лысины каменные есть. На камнях костер разожгли. Отчалили от острова, на котором ночевали. Сейчас немного догребем до того конца озера. И нам предстоит опять пешая часть. На озеро Кикта будем переходить. Перегребли в дальнюю часть озера. Тоже мелководный залив. Наверное, теплый. Да, теплый. Все, идем пешком от Капчука к озеру Кикта. Ну, вообще до реки, конечно, по которой попадем в эту Кикту. Солнце иногда скрывается за облаками. Не так жарко. Уже подходим к речке, но закрадываются смутные сомнения. Если посмотреть на местность, там будет просто каменная река. Ну что, где тут речка? Дотащились наконец-то. Сплавиться можно, но скорее всего таких завалов полно будет. Ну что, Евгеньевич, пошли? Это речка Куликангда. И по ней мы надеемся выйти в озеро Кикта. И еще, это уже бассейн реки Пясина, а не Енисея.
У нас тут завтрак, утренние сборы на озере Кикта. Кикты? Ага. Я думаю, что Ну, Кикта или Кикте. Небо сегодня с утра не голубая плоская картонка, а обилие облаков. И все угрожающие дождевые. Может быть, жаре все. Конец. Не хотелось бы? А, ну да, мы сейчас... Нас сейчас ждет сплав по речке Амнундакта до озера Кита. А по дороге будет наледь. 2 наледи больших. Хотелось бы на наледях поснимать и пофотаться в жару. Остановились порыбачить. Тут приток падает и ямка хорошая. Посмотрим, кто тут живет. Так, ну птицы тут, судя по вот этому всему, рыбачат. Какой хороший хариус. Или кто это? Вот здесь сопротивляются нормально. Не то, что там. Вот он какой голец. Красивый. Ягеревый коврик свисает в речку с обрывчика. Ого, кто-то есть. Вот это кабан. Ну они тут прям толстые. Толстенные. Жирные. Надо идти на лед смотреть. Здесь причалим где-нибудь.
Сходили на наледь. И что удивительно, на ней не холодно, а в 2 раза жарче. Солнце отражается, прям жарит и сверху, и снизу. Опять жару нам включили. Дождик немножко промочил сначала, а теперь жару обратно включили. Что-то тут в устье реки кладбище погибших деревьев. По всему устью утыканы. Остров в устье Амундакты. Встали на нем на ночь. Он такой остров кольцом в стиле кораллового атолла. В центре озера и кольцо прибоем намыло, кольцо песка. Место комфортное. Уже все расставили. Чаек. Уха. Сегодня будет уха. Из хариуса и гольца. Таймлэпс снимали, не знаю, получится там что, нет. Может получится показать, как все это ставили. Пока по Амундакте сплавлялись, это ну сколько? Часов 6, наверное, мы на ней провели. Я 3 аккумулятора GoPro сжег. Там снимали наледь, рыбалку. Ну, там, не знаю. Большая часть, конечно, мусора. А покажешь народу, как уху надо варить? Ну, мы же начали уже. А, ты уже запаковал всю эту требуху? Ну. Она уже там? Да. Ну, открой, покажи, расскажем, что это такое. Ну, у нас за неимением марли мы кусок фольги используем. Мы туда потроха заворачиваем, дырок набиваем в фольге. Она варится. Можно и так, конечно, требуху сварить. Но ее просто потом доставать оттуда не очень удобно. А здесь единым комком достал, раскрыл, разобрал, добавил обратно в уху. Ну, требуха это что? Это головы, плавники, шкура, хребет, хвост. Там. Ну да, весь неликвид. Ну. 2 лаврушки и соль. Ну, это куски хорошего мяса, рыбы потом добавим в конце. Добавим, да. Угу. А, ну вот, и вот ждут. Это я уже смешал. Это картофель, лук и травки, муравки какие-то. А и снизу, ну там чуть больше столовой ложки риса. Ага. Ну так уже. Вот и вся уха. Утро на острове в стиле атолл. Утро красивое, туманное. Это после ночных дождей. То туманы вот такие вот вдоль гор стелются, то вверх по горам ползут, то вообще молоко. Состояния меняются раз в 30 минут. В красивом месте встали. Во все стороны все видно. Ветерок продувает, мухи не беспокоят. Я сегодня с утра подскочил, смотрю, туманище, такая красота. Схватил камеру, побежал на ту сторону острова.
Прибегаю, включаю. Она говорит, заряди батарейку. Прибегаю обратно, беру другую камеру. И то же самое. Это я вчера вот снимал вечером, все разрядил. Сейчас вот батарейки поменял, поснимал опять, побегал. Остановились на берегу зачехлиться. Полчаса назад с юго-запада ветер дул, теплый, что все было. И тут раз, из севера ветер холодный, с тучей, дождем. Отдыхаем. Фу. На всем маршруте вот подобные курганчики встречали. На приметных местах, на мысах, на холмах. С Олегом так и не решили, что это. Место здесь приметное, красивое. Наверное, второе после Хантайского по площади из путаранских. Но если не считать Хантайское водохранилище. Но я не уверен. А на озере полный штиль. Если вспомнить погоду, под которой выплывали, так вообще не верится. Как тебе утро, Евгеньевич? Очень жарко. Да, обещается жара. Надо посмотреть на термометр вообще. Вчера, получается, нас не пугали, просто передышку предоставили от жары. Видишь свою тень? Ну, где-то вон за тем мысом, наверное, речка, по которой будем стартовать в Волок.
Покидаем озеро Кита, предварительно искупавшись. В этом заливе вода прогретая до очень комфортной температуры. Сейчас по этой речке немного подымемся и дальше пешком до озер, немного по озерам прогребем и выйдем к речке Тоннель. Там небольшие сухопутные участки будут. 3 штуки. Угу. Кто такой? Это... Окунь. Иди сюда. Какой горбач. Надежда дня. Проходима ли протока? Не сомкнутся ли кусты? Течение есть. Протока у нас вообще без проблем выбила к речке. Река Тоннель. А это наш лагерь. Блесну зацепил. Поехал отцеплять. Ну, заодно, может, с лодки и порыбачу. А вот она. За корягу зацепилась. Все, сошла. Ага. Еще и сопротивляется.
Вот и устье тоннеля. Тоннель оказался такой, ну, по крайней мере, участок, который мы прошли. Не горная, а такая равнинная река. Наконец-то мы опять в озере. Сразу ветерок, комариков сдувает. Хорошо. Встали мы на обед у этого живописного курумника. И вообще на ночь здесь встали. Вот пара палаток разместилась. Вот курумник прерывается ненадолго, и как раз под 2 палатки место. Скала у нас есть живописная. Курумник, ну и вид на горы. Красота. Нас накрыла тень от горы. И наконец-то температура стала комфортной. Но не только для нас, для Машки тоже. Ну так, в меру. Сильно не свирепствует. Вон она, эта тень, на противоположный берег наползает. Горы становятся багровыми. Румянцем покрываются. Сейчас чай погоняем и спать, наверное. Вот она, Накта. Мы одели спасики.
Утро на озере Собачье. В устье Накты. На первый взгляд болото болотом. Тут берег такой, так себе. Ну, встали комфортно достаточно. Ближе к лесу полоса, галечная полоса, там перемешку с песком. Вот здесь и встали. Заросли лука кругом. Наш главный овощ, как известно. Гречка или рожки, вы давай доверим. Гречка или рожки? Любому случаю. Это рожки? Ух ты. Ну-ка покажи еще раз. Это гречка, а вот это рожки. Ну пошли готовить рожки. Ну, стало быть, у нас сегодня итальянская кухня. Паста с соусом прошутто. Колбасой. Да, а по-простому макарошки с колбасой. Нам вчера подарили колбасу. Макарушки по-флотски. Подарили колбасу. Немного колбасы вот с нашими овощами тушим. Должно получиться вкусно. Евгений, тут в композиции зелени не хватает, да? Ну, а чтобы добавить зелени, надо пойти в огород. Идем в огород. Берем зеленый лук. Добавим трав Греции. Томаты, паприка там есть. Ну вот наш стол и накрыт. Будем приступать. Ну там горы, ты смотри, в том конце Собачьего такие интересные, крутые. Ну та часть Собачьего уже заповедник. Собачий заповедник. Угу. Евгеньевич тут Пластиковая рога. ну, выглядят как пластиковая игрушка, да. Театральный реквизит. Такая текстура такая нарочитая. В общем, отчаливаем в сторону речки Муксун. Ну, собственно, на речку Муксун. Вот она, река Муксун. Исток. По речке Муксун мы спустимся в озеро Глубокое. Вот это скорость. И грести не надо.
Обед? Ну да, покидаем. Ну можно и заобедать. У нас же все готово. Кому там тебе, Хариус? Сейчас. Вот тебе Хариус. Но что-то есть. Берем. Ну тут размерчик такой хороший. Олег. Размерчик очень хороший. Это коняра. Давай пожарим в этом в кляре свеженького. Еще один. Олег, по рывкам похоже, что еще больше. О, опа. Даже фрикцион размотал Хариус. Такой же, но более бойкий. А, этот вообще легко зацепился. Тебя отпустим, ты не покалечился. Да подожди. За хорошее сопротивление и то, что не покалечился, сейчас отпустим. Не брызгайся. Не калечься. Все, спокойно. Спокойно. Давай. Гуляй. Вся долина Муксуна вот такими живописными островками утыкана. Деревья вот так вот как попало стоят. И воснецовские кочки. Острова как нарочно спроектированные, все так аккуратно. Панорамка нашей сегодняшней стоянки. В небе какие-никакие облачка появились. Может, вечером красиво будет. Поснимаем.
Кстати, отлично. У нас знатный костерчик. Отличный вид. Надо ставить чайник. Красивое место выбрали, да? Осталось только для палаток найти, куда поставить. Не, надо с этой, там ветра нету. Ну что, Евгений, сегодня погодка для гребли более подходящая. Но сегодня даже дымки нет. И вон дальние горы прям четко видно. А нет, ветерок уже встречный. Все, сменился. Только встали на воду, и ветер сразу встречный. Остановились на обед. Сил пополнить. В противостоянии с горой Сундук. Уже почти прошли ее. Только гора Сундук этого не заметила. Гороховый суп наварили, полный котелок. Что-то я это... Из гор выходим, опять просторы. Как на Енисее, как на Хантайском водохранилище.
Глубокое течение появилось, что радует. Пол реки мутная. Катера ходят, волнами берег размывает. Подходим уже к озеру Мелкое. Немного осталось. Утро на Мелком. Вчера Талнахские горы были еще полосочкой на горизонте. Теперь уже вот рукой подать. Вырисовывается уже гора Сокол. Если со стороны Норильска смотреть, она такой правильный треугольник. Вот под этой горой половина детства прошла. Часто там бывали. Рыба что-то у нас опять не ловится. Сейчас посидели с утра, подумали, что готовить. Каша или суп. Но есть еще третий вариант. Сейчас прогуляемся. Тут кругом озера небольшие. Может, там окуня. Ну вот и озерцо. Кто-то дергает. Ну, более-менее кусок хороший. Связь мы не поймали на этом холме. Ну, зато теперь вот покушать есть что. Продолжаем наш путь по озеру Мелкое. Хотел зачалиться на ту галечку и встал на мель. Озеро-то мелкое. Дальше нам вон туда большой перегон, тут километров 7 на остров. И там за тем островом уже еще километра 3 и речка Талая начинается. С озерами будет все это последнее озеро, дальше только речки. Талая и Норильская. И финиш. Остров Долгий. Красивый островок. Классный остров. Вокруг всего острова пляж галечный.
остров с базой МЧС. И где-то за ним, чуть левее, вход в Талую. Ну, собственно, перед нами вот она, вот он и вход в Талую. Ну вот мы и в Талой. Течение там что надо. Сейчас раз. И в Норильске. Но нам не надо сегодня в Норильске. Нам надо недалеко встать, там баньку сделать, помыться, подготовиться к встрече с обычными людьми. Нормально. С нормальными людьми, да. У которых снизу ноги, а не лодка. Встали на ночь. Как даже назвать это, не знаю, устье, не устье. Устья-то нету. В конце речки Талая, где она превращается в речку Норильская. Так называемый затон. Здесь расширение. И дальше там уже Норилка идет. Поход имени Алладии. Это прям, наверное, последствия того, что все время сладкого хотелось. Они-то у нас с сахаром сладкие. С сгухой. Это потому что частенько вверх по рекам шли. Все время по стоячей воде гребли. И сладкого хочется постоянно. Эти погуще. О, Олег намешал 2 тарелки теста. Ну как? Вкусняшка. Там уже вон отчетливо видны дымы, норильские дымы и трубы. Все трубы посчитать можно. 2 часа ночи, светает. Пока бани занимались, пока в бане парились, мылись, так незаметно и 2 часа ночи наступило. А с чай погоняем и на боковую. О, у костра хорошо, тепло. Что-то у тебя в лодке вещей вообще нету. Все сломалось. Все сжег. Отчаливаем с нашей заключительной стоянки в этом походе. Устье реки Рыбная проходим. Вот оно. Вытекает из озера Кита. То есть мы могли и с нее выйти, если с Киты сразу на Рыбную, вышли бы вот здесь. Ну вот удобное местечко.